Всем привет! Ой, о чем мы сегодня будем говорить? Да, и о чем мы сегодня будем говорить? А как звали того мужика, который собачку утопил? Но это мы пока опустим. Так, что я хотел сказать? Вот это что за предмет? Камень. Как вы его можете охарактеризовать? Ну, например, закрыв глаза. Да, твердый на ощупь, грязный, шероховатый, ну, тяжелый. А если положить в руку, ну, какой-нибудь фрукт, яблоко, да, круглое, твердое, если мы его понюхаем, откусим, это будет яблоко. Так вот, понятие предмета через чувство, через осязание, через тактильную чувствительность, через вкус, через запах называется гнозис. А теперь что мы можем делать с этим камнем? Мы можем бросить его во врага, можем отбиться от животного, можем построить жилище. И вот этот комплекс последовательных движений, которые мы будем выполнять и которые мы выполняем в течение жизни, называется праксис. Если камень бросить в воду, пойдут круги. Если вдоль глади, пойдет множество кругов. И вот наблюдение за всем этим, за всем происходящим, умение приобретать вот эти профессиональные навыки складывается в интеллект. И вот представим, что вы живете с пожилым человеком, с дедушкой. И вот вы дедушку попросили повесить картину. Он спускается в подвал, берет молоток и что? И забывает он вообще, что с этим предметом надо делать. Потом что-то еще вы замечаете за дедушкой, то есть какие-то интеллектуальные нарушения. Вы берете дедушку в охапку, ведете его в поликлинику, консультируетесь врача и выходите, на бумажке написано, что дымс, деменция. А что такое деменция? Приобретенное снижение интеллекта в результате органического поражения головного мозга, ведущее к инвалидизации. Да? То есть человек не может управлять элементарными бытовыми приборами, не может планировать элементарную жизнь, да, не может водить машину, не может планировать покупку товаров, ну и так далее, и так далее. Есть три степени вот этой деменции, да, легкая, средняя и тяжелая. Вот при легкой степени как раз, если вы будете заставлять человека работать, а заставлять, как я имею в виду, элементарно делать физические упражнения, заставлять его какую-то, давать ему физическую нагрузку, вместе с ним читать книги вслух и так далее. Вот, то есть обучение такой социальной сферы. То есть в принципе вот это заболевание, если вдруг оно началось, оно, конечно, может застопориться на долгие-долгие годы, если он постоянно будет, ну, занят вашей заботой. Это приобретенное заболевание, которое может быть вызвано разными причинами, да? Сосудистыми поражениями головного мозга, органическими поражениями, но это объемное образование, там злокачественное, доброкачественное, метаболическими нарушениями, злоупотребление алкоголем, наркотиками и так далее. То есть какую-то причину, которая препятствует, которая может это вызвать, если ее тоже вот так вот отстранить, соответственно, тоже все пойдет на улучшение. Пациенты обращаются, приходит доктор, я вот забываю, вот у меня, наверное, деменция. То есть вот забыть как имя того мужика, который собачку бросил в воду, это одно. Потом его вспомнить. А когда вот уже совсем все из рук валится, и ты не знаешь, как называется элементарно, например, пускай тот же камень, вот это уже надо бить тревогу. Чтобы с вами не произошло такой ситуации, когда вам нужно будет забить гвоздь в стену, и вы не знаете, как пользоваться этим предметом, или что-то там, я не знаю, что-то приготовить, а вы не знаете, как элементарно зажечь конфорку. Исключительно важно выявлять интеллектуальные нарушения на самой ранней его стадии, или так называемая преддеменция. И в этой стадии очень хорошо терапевтическое воздействие, как медикаментозное, так и социальная адаптация человека. Вот сегодняшним своим выступлением я хотел просто еще раз напомнить людям молодым, среднего возраста, пожилым, не останавливаться на достигнутом. Старайтесь больше уделять внимание физической активности, старайтесь больше ходить, больше гулять, ходить больше в театры, кино, выставочные залы. Если кому нравятся пробежки и так далее, и так далее. То есть об этом очень много говорится, но, к сожалению, мы все это забываем. Вот, в принципе, почему немножко вот выбрана была такая тема про эту деменцию. Ну, пожалуй, на этом все. Всем привет, будьте здоровы, а я пойду еще погуляю по горам.